Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание достатку и благополучию в вашем доме. Что нужно делать для того, чтобы привлечь вот эти энергии в свой дом? Друзья, далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и не пропустите важную информацию. Вы знаете, у каждого человека свое особое энергетическое поле, и некоторые люди именно это энергетическое поле и ощущают его вибрации. И у жилья оно отличается между собой. Одинаковых, повторяющихся не существует, ведь то, чем заполнен дом, зависит напрямую от людей, которые проживают в таком доме. И не может быть в доме хорошая энергетика, если люди, живущие в нем, излучают негатив. Они любят сплетничать и имеют такую черту, как зависть. Все это притягивает негативные энергии к людям, а соответственно и к жилью. А вот в доме, в котором люди относятся к окружающим с добром, соблюдают все правила, проводят обряды, ритуалы, практики по очистке энергетики дома, знаете, такой дом или квартира, они всегда будут светлые. Многие люди не придают значения энергетике, которая их наполняет дом, а потом удивляются, почему в нем становится неприятно и некомфортно находиться. Появляется бессонница, не получается хорошо отдохнуть, постоянно болит голова. Может и прыгать давление, ухудшается самочувствие и начинается депрессия. Возможно, вы замечали, что у вас ни с того ни с сего начинает ломаться бытовая техника. Становится неприятно находиться в доме одному. И хочется постоянно открывать окна для того, чтобы заполнить дом вот этими светлыми, созидательными энергиями. Это же, знаете, ваше желание возникает уже на подсознательном уровне, так как большое присутствие негатива перекрывает поступление хороших энергий, а из-за их отсутствия людям в таком доме становится тяжело дышать. Хочется побыстрее выйти. Чтобы так не происходило, лучше, конечно же, этого не допускать. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы содержать свой дом в энергетическом порядке. Если ваш дом будет наполнен только светлыми энергиями, в нем будет не только приятно находиться, но и весь негатив будет обходить его стороной, благодаря чему ваша жизнь будет наполнять только приятные события, а в доме будет присутствовать гармония и взаимопонимание. Поэтому содержите ваше жилье всегда в чистоте, так как пыль, грязь, они способны притягивать определенный негатив, а чистота, она не может притягивать априори негатив, разрушительные энергии. Чистота всегда притягивает только потоки положительных энергий, радость и энергетический баланс. Вместе с тем, как вы убираете загрязнение из вашего дома, вы тем самым и убираете негатив. Возможно, вы замечали, что когда вы делаете уборку, вам даже в квартире или в доме становится намного легче дышать, как-то уютнее становится. Но знайте, что при уборке часто допускаются такие ошибки, когда убирается центр, например, комнаты, и не придается значения углам и местам под мебелью. На мебели, там, где начинает скапливаться пыль, грязь, а это все начинает притягивать негатив. И получается, что вы вроде и содержите дом в чистоте, но не убираете из него вот этот негатив. Поэтому начните во время уборки уделять внимание обязательно всем труднодоступным местам. Таким образом вы сможете обезопасить себя от ненужных проблем. Когда вы убираете дом, старайтесь всегда делать это только в хорошем настроении и при этом проговаривайте такие магические слова. Свой дом убираю, от негатива параллельно его очищаю. Все углы выметаю, неприятностей и проблем в них не оставляю. Все плохое прочь уходит на его место, положительные энергии и события приходят.
Убирая и проделывая одновременно энергетическую чистку, вы будете создавать атмосферу, в которой приятно будет находиться. Вы будете быстро восстанавливать свое биополе, а ваши семейные отношения будут наполнены взаимопониманием и уважением. Над входной дверью у вас обязательно должен быть оберег от негативных энергий и людей, которые будут приходить в ваш дом с завистью, с ненавистью, со злостью. Для этого подойдет и маленький декоративный веничек, подкова, булавка, как вариант мешочек с солью и горошинами черного перца, букетик из веточек лаванды, мелисы и ромашки. Также это может быть оберег, который вы сделаете самостоятельно. Когда будете размещать оберег, обязательно скажите такие слова: «В эту дверь негатив никогда не пройдет, а тот, кто его в мой дом принесет, с собой обязательно его в большем количестве заберет и в будущем больше на порог не придет». Проговорив эти волшебные слова, возьмите свечу любого цвета, сделайте ней 3 круга по периметру всей двери и проговорите следующие слова: «Только положительные энергии в дом приглашаю, а негатив весь за дверями оставляю». И капните 3 капельки воска снаружи перед входной дверью. Это простое действие поможет вам защититься от недоброжелателей и притянуть в ваш дом только нужные энергии. Также после проделанного люди, которые приходили в ваш дом с нечистыми помыслами, завистью, со злостью, со сплетнями, перестанут приходить в него, так как когда будут переступать порог, их самочувствие будет резко ухудшаться, и их же негатив будет мешать им дышать. Также возьмите за правило зажигать свечи. Купите их разных цветов и выбирайте, какую зажечь, например, в определенный день по настроению. Это будет помогать вам убирать негатив в тот момент, когда вы будете его ощущать. Внимательно следите за тем, чтобы все лампочки в доме горели, а люстры были исправны и без каких-либо повреждений, сколов, так как это будет нарушать энергетическое поле вашего дома, как бы разрезая его, что будет приносить раздор в вашу семью. Поэтому, если в вашем доме есть светильник, люстра, бра и так далее, у которых есть какие-то склоны, срочно замените на новую. Также не стоит держать закрытыми двери между комнат, так как это будет мешать передвигаться энергиям по дому, и в определенных местах может получиться, к сожалению, энергетический застой. А вот дверь в ванную комнату всегда должна быть закрыта, так как там часто скапливаются потоки негативных энергий и могут, распространяясь по дому, нарушать его положительную энергетику. Ванную комнату и туалет нужно раз в неделю обязательно вымывать соляным раствором. Затем зажигайте свечу белого цвета, ставьте по центру помещения и говорите следующие магические слова: «Огонь весь негатив собери и из этого помещения его убери. Энергетику дома сохранить помоги». Свеча должна догорать полностью, а огарок выбрасывайте. Проделав это действие, негатив никогда не будет скапливаться. Окна также играют не последнюю роль в поступлении положительных энергий в ваш дом. Они не должны быть грязными, так как вы помните, что грязь притягивает негатив. И если его накопится много, он просто перекроет вход для других энергий и сам, постепенно проникая в дом, начнет разрушать вашу энергетику и заполнять его в большем и большем количестве. На окнах также не должно быть трещин, так как это будет разрезать энергии, которые поступают в ваш дом, и, соответственно, разрушать целостность уже энергетики вашего жилья. Когда будете приводить в порядок ваши окна, возле каждого из них обязательно проговаривайте следующие слова: «Только нужные энергии через это окно в дом мой войдут. Счастье, благополучие каждому члену моей семьи принесут». Каждый день обязательно открывайте окна и проветривайте ваш дом или квартиру. Так вы будете постоянно запускать нужные для вас энергии.
Шторам также нужно уделять большое внимание, так как если они будут в пятнах, в дырочках, в затяжках, это будет отталкивать положительные энергии, которые войдут через окна. А дырки имеют особое свойство. С ними нужно быть очень осторожными. Они способны не только отталкивать положительные энергии, но и притягивать безденежье. Шторы нужно вовремя менять, чтобы потом не жалеть, так как могут начаться сильные проблемы с деньгами. А когда будете вешать новые шторы, прикалывайте каждой из них по купюре, и в этот момент обязательно проговаривайте такие слова. Светлые энергии через окна войдут, денежную энергию за собой привлекут. Эти купюры приумножат, в дом деньги привлекут, а денежные проблемы уберут. Купюру через сутки положите в те места, где у вас лежат сбережения. Это поможет вашему финансовому состоянию только приумножиться. Далее уделим внимание немножко подоконнику. И подоконник — это также сакральное место в нашем доме. Оно способно притянуть в него все, что вы пожелаете. Так, например, трехлапая жаба на подоконнике будет притягивать деньги в ваш дом. Слон будет притягивать удачу и благополучие. Черепаха — спокойствие и умиротворение. Нельзя, чтобы на подоконнике собиралась пыль. Так энергетическое действие будет полностью противоположным, и вы наоборот все, что пытаетесь притянуть, просто оттолкнете. Если поставить на подоконнике цветок, он будет увеличивать потоки положительных энергий в ваш дом. Когда будете ставить на подоконник талисман, обязательно проговаривайте такие слова. Талисман: помогай, положительные энергии приумножай. В нужное русло их направляй, и каждому из членов, живущих в этом доме, помогай. Раз в месяц протирайте подоконник соляным раствором. Это поможет вам поддерживать энергетический баланс. Далее уделим внимание столу. Стол — это также сакральное место в доме, и он не должен быть заложен ненужными вещами, пустой или грязной посудой. На нем должна быть обязательно красивая скатерть или салфетка. Под ней должен лежать магнит для денег, а по центру стола должна стоять медовница или, например, как ваза с фруктами. Потому что таким образом вы будете притягивать в свой дом благополучие и сохранять в нем положительные энергии. Раз в месяц по центру стола ставьте восковую свечу и проговаривайте следующие магические слова. Сакральное место огнем очищаю, энергетический канал в дом открываю. Положительные энергии приходите и дом мой с собой заполоните. Приятные события привлеките. Ваша спальня должна быть самым уютным местом в доме. В ней обязательно нужно соблюдать все правила, так как от вашего отдыха и от ваших снов зависит напрямую, что будет происходить в вашей жизни и чем вы сможете себя окружить. Человек во время сна слабее всего, и в этот момент притягивает все, что его окружает. Поэтому кровать ваша не должна находиться напротив входной двери или зеркала. Не должно вокруг нее быть и много различных вещей. Разместите только самое важное, и глядя на что, вы будете получать удовлетворение и положительные эмоции. Так вы постоянно будете притягивать к себе светлые энергии. Под кровать положите палочку корицы и проговорите такие слова. Корица, сон мой оберегай. Во время него биополе укрепляй. Сны хорошие мне посылай и положительные энергии привлекай. Палочку корицы меняйте раз в 3 месяца. Прошлую выносите на улицу и выкидывайте в кусты. Комнаты в вашем доме не должны быть заставлены, не должно быть свободное пространство. Так энергии будут свободно передвигаться по дому. Не скупайте ненужные вещи, так как они будут только, к сожалению, притягивать негатив. Друзья, очень важно, чтобы каждый из нас изучал правила, которые учат нас, как сделать свой дом наполненным гармонией, любовью, изобилием, положительными энергиями. Зайдя куда, вы будете чувствовать защиту и отдыхать от всего того, что осталось за его стенами. Проводить время со своей семьей, живя в счастье и в гармонии. Проводите вовремя чистки и старайтесь привлечь
как можно больше положительных энергий, потому что уже от этого зависит еще и то, что будет наполнять вашу жизнь и какие события будут в нем происходить. Помните, ваш дом – это ваша крепость, и важно, чтобы она могла выстоять в любой ситуации. А ситуации в нашей жизни бывают разные, поэтому очень важно, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток, благополучие и вибрировали вот эти энергии созидания. Мы желаем, чтобы в вашей жизни было только все хорошо, было прекрасно и чудесно. Друзья, мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно заходите и на сам канал. На самом канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, знаете, там подсказки именно для вас от высших сил. А возможно, у вас есть вопросы, на которые вы долгое время не можете найти ответы. Смотрите и познавайте этот мир вместе с нами.